Всем привет! Сегодня мы разберем вспомогательный советник под названием Stupid Helper, который весьма пригодится тем, кто активно использует пирамиды из ордеров, сетки, усреднения и тому подобные тактики. Зачем нужен этот советник? Многие из трейдеров любят торговать сетками ордеров. Это может быть как какая-то торговля от зоны, постепенный набор позиций по примерно одной цене. Это может быть усреднение ручное, это может быть какой-то советник, который торгует сеткой ордеров, или мартингейл использует, не суть. Советник поможет, когда у вас есть растянутая сетка ордеров в убытке разным лотом, и причем не минимальным лотом, все ордера, а, так сказать, разнообразным. Тогда ему будет с чем работать, так как он будет стараться постепенно уменьшать все позиции, чтобы вывести их постепенно в прибыль или в безубыток. Советник наблюдает за всеми вашими убыточными ордерами, и на определенном этапе, все зависит от настроек, открывает вспомогательные ордера, которые могут быть как усредняющими ордерами, и тогда прибыль будет постепенно закрываться от движения в сторону вашей основной сети. Так это могут быть и противоположные ордера. Советник пытается всеми силами выкачать с рынка как можно больше во всех направлениях и тем самым уменьшить вашу висящую просадку. Как вы видите, открываются позиции разными ордерами и постепенно уменьшает размер убыточных позиций за счет прибыли по новым позициям, то есть уменьшает их лотами. Но главное еще, чтобы и у вас оставалась на счету какая-то маржа, для того, чтобы ему было с чем открывать дополнительные позиции. Автором и разработчиком данного советника является наш форумчанин с ником Regal, за что ему огромная благодарность. Есть ветка на форуме, где подробнейшим образом расписан принцип работы и все настройки советника. Я попытаюсь передать вам в общих чертах именно суть работы с данным советником, но отдельные технические нюансы, извините, вам придется читать ветку на форуме, потому что вот это вот все рассказать в 2 словах нереально. Ссылка, естественно, будет под видео. Данный советник состоит из нескольких модулей, и один из этих модулей — это модуль создания проблемы, модуль создания структуры, модуль создания сети ордеров первоначальный. Для чего это нужно? У многих подобных советников, распутывателей, усреднителей и так далее нету такого функционала. Авторы предполагают просто накинуть советник на график, и он с вашими уже имеющимися ордерами, которые сейчас в убытке, будет работать, будет их усреднять, что-то еще с ними делать, колдовать и так далее. И на то, чтобы понять, как именно работает советник и как именно его настроить, у вас могут уйти долгие месяцы наблюдений за его поведением на демо-счете. В случае с нашим Stupid Helper вы можете, используя модуль построения первоначальной сети ордеров, в тестере, изменяя настройки, подобрать нужный сет под вашу ситуацию, под вашу рабочую пару за относительно короткий промежуток времени. В комплекте с советником есть несколько уже подобранных сетов для евро, фунта и доллара, франка. Я сейчас загрузил в настройках для тестера сет под евро, фунт и внес в него небольшие изменения, так как сейчас я вам покажу только модуль создания проблемы, как он работает, чтобы вы понимали, что это. Итак, начнем потихоньку двигаться по настройкам советника. Их много, поэтому опять же будем разбирать по кусочкам. Так, первый блок, он главный. Что здесь есть? Magic Number, идентификационный номер ордеров именно этого советника, лист мэджиков, с которыми он будет работать. То есть, если у вас есть советник, который открывал кучу ордеров, и у него Magic какой-то такой, то вы его сюда вписываете, и Stupid Helper будет работать именно с этим Magic'ом. Нам данная опция не нужна, поэтому оставляем ее пустой, и он будет работать, соответственно, только со своими ордерами, которые сейчас сам же и открывает. Комментарий ордеров, лимит на убыток, после которого советник прекращает что-либо делать, стоп-лосс ордеров, вспомогательных ордеров этого советника. Можно ли открывать покупки, можно ли открывать продажи. Далее идут настройки усреднения. Сейчас мы усреднение использовать не будем, так как я вам продемонстрирую только модуль создания проблемы. Последующие блоки тоже пока пропускаем. Вот Profit Strategy Manager, модуль сбора профита. Здесь есть настройка Start Tracking Mode. Я ее выставил Read Only, то есть не открывать никаких вспомогательных ордеров, так как у нас сейчас задача посмотреть, как строится базовая структура. И вот, собственно говоря, наша базовая структура для тестов. Magic ордеров базовой структуры. Вот здесь есть такая надпись, что не будет никакого трала, пока структура полностью не выстроена. Magic ордеров базовой структуры.
количество сделок в одном направлении базовой структуры, после которой она будет считаться завершенной, и в дело вступит усреднитель сделок, который у нас сейчас пока отключен, напоминаю. Правила входа, они расписаны на форуме. У меня стоит last candle both sides. Если последняя свеча бычья и сделок в покупку нет, открываем покупку. Если медвежья и сделок в продажу нет, открываем продажу. То есть это максимально тупые правила для входа в сделку, просто чтобы поскорее построить сетку ордеров. Можно выставить, чтобы входы были там же, где входил бы усреднитель. Блок усреднения мы рассмотрим чуть позже. Ну или входить в направлении последней свечи. Плотность, с которой будут открываться ордера нашей сетки. Шаг между ордерами минимальный, хотя бы 20 пунктов выставлено. Take Profit 20 пунктов стоит, 20 старых пунктов. Stop-Loss 0 отсутствует. Timeout Bars, сколько свечей ждать, прежде чем открыть какой-то еще ордер. И далее важная настройка, сколько пунктов должна убежать цена от построенной структуры, чтобы начать усреднение. Жмем ОК и посмотрим, как это выглядит на практике в визуальном режиме тестера. И что мы видим? Советник открывает ордера с лотом установленным 4,5, без стопа, с цейком 20 пунктов, ну и периодически их закрывает. На панельке сбоку, мы о ней чуть позже поговорим, мы можем видеть, сколько сейчас сделок на продажу, сколько сделок на покупку. И так как мы выставили 5, то больше 5 сделок в одном направлении он не откроет. А после 5 сделок в одном направлении, после того, как от 5-й сделки цена уйдет на 50 пунктов минимум, начнется усреднение, которое у нас сейчас отключено. Смотрите, Total Read Only, то есть ничего не делать. И мы можем задать включение и отключение работы усреднения сделок в настройках, а можем прямо с этой панели нажать кнопку прямо в тестере и включить Full Control, чтобы советник получил возможность открывать усредняющие сделки. С помощью блока построения базовой структуры вы также можете хотя бы примерно воссоздать в тестере вашу текущую ситуацию по ордерам и, опять же, хотя бы примерно подобрать настройки для того, чтобы советник ее разрулил в зависимости от поведения пары. Когда вы просто ставите советник на график, не в тестере, а на обычный торговый график, у вас уже есть какая-то сетка ордеров, с которой вы хотите, чтобы советник поработал. Соответственно, вам не нужно, чтобы советник открывал вот эти собственные базовые ордера, собственную структуру, потому что структура у вас уже есть. Соответственно, чтобы советник не открывал лишних ордеров, в настройках в этом блоке построения базовой структуры Initial Structure находим параметр Initial Structure Count 0, Recovery Only нам подсказывает советник, и ставим 0. И тогда советник не будет открывать каких-то своих первоначальных ордеров, будет только открывать усредняющие ордера для того, чтобы уменьшить просадку по уже имеющимся у вас ордерам. Переходим к модулю разруливания, модулю усреднения. Опять же, посмотрим мы на его работу в тестере. Выстроим базовую структуру, наши 5 ордеров, все точно так же, как мы настраивали пару минут назад, и посмотрим, как он будет усреднять и уменьшать просадку. Первый блок мы разбирали. Блок усреднения, Averaging Settings. Что означает этот блок? В этом блоке мы настраиваем, на основе чего будут открываться усредняющие ордера, на основе каких индикаторов. Первая настройка Open Opposite Below This Order Count. Здесь не вмещается. Что она означает? Открывать первую сделку в заданном направлении только если в противоположном направлении меньше, чем вот столько. То есть продажи можно открывать только в том случае, если покупок меньше, допустим, 5, если тут поставить. Настройка для продвинутых сеточников, не знаете, что это и зачем, оставляем 0. Далее идет блок настроек, если вы хотите, чтобы в открытии усредняющих ордеров принимал участие индикатор CCI. Если стоит период 0, то CCI не используется. Далее идет блок по лентам Боллинджера, если вы хотите их использовать. Если BB Bands Count стоит 0, то, соответственно, ленты Боллинджера не используются. На форуме текстом есть подробное описание настроек индикаторов. Обратите внимание, что если вы включили несколько индикаторов, то они все должны одновременно просигналить, чтобы открылся усредняющий ордер. В случае с некоторыми настройками это может случиться раз в год, поэтому аккуратнее. Используйте, наверное, какой-то один лучше всего. И далее то, что мы будем использовать, это скользящий диапазон. Период изменения
скользящего диапазона в часах стоит 4 часа и процент цены в диапазоне, который будет считаться сигналом. Сейчас я вам это покажу на практике, вам будет понятнее. Отскок в процентах от диапазона, чтобы не открывать лишних сигналов, чтобы, так сказать, сбросить счетчик. И консервативный подход к торговому диапазону, опять же, помогает избежать открытия лишних ордеров. Что это такое, у нас расписано на форуме. Рисовать ли диапазон на графике мы включим рисовать для того, чтобы в тестере на визуализации понять, как это работает. В дальнейшем его включать не обязательно, чтобы не захламлять график. Далее у нас идет блок управления плотностью вспомогательных усредняющих ордеров. Во сколько раз максимум можно увеличить лот? Как-то вам считается лот наихудшей сделки, имеющейся у вас на графике в заданном направлении. Опять же, не знаете, что делаете, не трогайте, оставляем 0. Минимальный отступ от первой сделки. Если у вас уже есть готовые ордера на графике, то, соответственно, это будет минимальный отступ между противоположными ордерами. 30 пунктов, в принципе, для любой пары достаточно универсально, тоже можно не трогать. И далее очень важная настройка. Целевое соотношение для уровня без убытка. На основании этой настройки советник будет рассчитывать уровень без убытка на графике и, соответственно, свою лотность вспомогательных ордеров. Сразу скажу, что адекватные значения лежат от 0,35 до 0,5. У нас в сете стоит 0,4. Что значит эта настройка? Так, есть у вас какая-то сетка ордеров, допустим, это все ордера на покупку. Если мы поставили в этой настройке 0,5, то если вся эта сеть ордеров одинаковыми лотами открыта, безубыток будет примерно посередине, где-нибудь вот тут. Если сеть построена разными ордерами, разного размера ордерами, то, соответственно, советник все это рассчитает, умножит на 0,5 и скорректирует уровень безубытка. Если мы поставим значение этого параметра больше 0,5, то, соответственно, уровень безубытка отодвинется, но зато и лотность усредняющих ордеров будет поменьше, но цене добраться тяжеловато, зато лоты поменьше. А если мы ставим значение этой настройки 0,4, допустим, как стоит у нас в сете, то уровень безубытка общей сети ордеров поднимается ближе к нашей текущей цене, соответственно, цене его достичь проще, но чтобы вытащить нас из просадки, так как у нас уже минуса висят, советнику придется открывать ордера большего размера, что повышает потенциальный риск. Поэтому на основе здравой логики и опытным путем рекомендованные значения от 0,35 до 0,5 этого параметра. Вы с ними можете играться, потому что у разных пар разный характер движения. И именно этот параметр один из ключевых в подборе настроек для вашей конкретной ситуации, для вашей конкретной пары, либо другого торгового инструмента. Следующий блок – блок сбора профита. Здесь технические настройки по тралу, по уровню просадки. Мне кажется, это будет вам понятнее прочитать на форуме в текстовом формате. И также есть настройки обхода ролловера, чтобы не открывать лишних ордеров в вялые часы, когда происходит переход между сутками. Опять же, их расшифровку почитайте на форуме в текстовом формате. И для того, чтобы усредняющие, расплетающие, вытаскивающие нас из просадки ордера вообще открывались, в блоке Profit Strategy Manager следим за настройкой Start Tracking Mode. Мы ее отключали, чтобы посмотреть на работу модуля построения сети. Сейчас мы ее включим. Read Only. Это значит, что никакие усредняющие ордера вспомогательные не отключаются. Close Only. Все считает и когда приходит время, закрывает позицию по возможности. Clear Stops on Trigger. Снимает цейки и стопы у сделок, попавших в набор, за которым он начал следить. И Full Control, то есть он полностью контролирует ситуацию. Снимает все цейки, все стопы у ваших ордеров и рассчитывает их по-своему. Поэтому включаем Full Control. Я запустил текущую комбинацию настроек в тестере в визуальном режиме. У нас уже пооткрывались какие-то ордера. Пока не будет 5 ордеров в одном направлении, ни о каком усреднении советник думать не будет. Под и над ценой вы можете видеть вот такие кривые, похожие на ленты Боллинджера. Это тот самый скользящий диапазон, который мы настраивали, на основе которого будут открываться вспомогательные усредняющие ордера. Если поставить на паузу визуальный режим и направить мышку на, допустим, нижнюю фиолетовую кривую, мы увидим надпись Buy Trigger. Это означает, что это место для возможного открытия покупок. То же самое наверху, только для Sell Trigger. Вот этот кусочек 5% от диапазона отделяет две кривых. У нас
нас еще нет ситуации для открытия вспомогательных ордеров, но советник уже считает уровни без убытка для break-even sell в соответствии с нашими настройками и break-even buy для покупок. И периодически появляется вот такая толстая желтая линия. Это уровень без убытка для всех ордеров. Так набралось 5 ордеров в одном направлении покупок. Цена убежала еще ниже от них. Мы выставляли в настройках 50 пунктов, напомню. Начали открываться усредняющие ордера. Уже не 4.50 лот, как у нашей базовой структуры, а 2.29. На основе наших настроек мы выставляли 0,4 целевой диапазон уровня без убытка для сетки. И вот на основании этого он начал открывать вспомогательный ордер первый. И вот такими прямыми линиями у нас отмечены ордера, связываются в одной точке, которые сейчас взял в работу советник. Вот он еще один вспомогательный ордер открыл. Уже покупка лотом 13,97. Уже больше ордеров в работе. Видите, больше вот этих пунктирных. Еще здесь дополнительные покупки. И вот эта вся группа ордеров закрылась. Видите, остались вот эти пунктирные. Вот здесь они закрылись. Все, в работу взят следующий набор ордеров. И постепенно уменьшаются лоты у всех ордеров сети. Вот уже 4.11, 4.39, целых 3,84. То есть потихоньку уменьшается просадка, уменьшается нагрузка на депозит за счет взятия профита по чуть-чуть усредняющими и противоположными ордерами. И так далее, пока полностью не будет разрулена сеть ордеров, либо пока вы не остановите вручную советник. Наблюдать за ним в тестере одно удовольствие. Кажется, что вот он грааль. Как советник принимает решение о том, какие сделки взять в текущий набор для отслеживания и когда это все закрывать, подробно расписано на форуме. Лучше, чем автор советника, я все равно это не опишу. И немного о панели. Здесь что мы можем сделать? Вот видите, у нас текущая лотность дополнительных ордеров. Мы можем вручную открыть чего-нибудь. Ну, допустим, sell. Вот мы открыли 0,1. Мы можем закрыть. Вот закрылся наш sell, что мы там открывали. Здесь у нас, понятное дело, баланс, средства. Можно менять, как я вам показывал, будет ли советник что-то делать. Допустим, total read only, full control сейчас. Можно тупо закрыть все. Можно закрыть все ордера, которые в плюсе. Можно закрыть ордера, которые на уровне без убытка. И такие же аналогичные кнопки для покупок и для продаж отдельно. В принципе, все интуитивно понятно. На демке или в тестере понажимаете и разберетесь. Ну и, соответственно, считается, сколько у нас сейчас покупок-продаж, текущая лотность в рынке, плавающая прибыль отдельно по покупкам, по продажам и так далее. Данный советник, несомненно, штука для опытных трейдеров, но даже если вы опытный трейдер, обязательно погоняйте Stupid Helper на демо, в тестере, чтобы действительно убедиться в том, что вы правильно понимаете, как он работает и что он делает. Ну а с вами был Павел, специально для сайта telab.com. Заходите к нам на форум, у нас много интересного. Всем пока.